Всем привет! Сегодня у нас уже, не знаю, видно или нет, 3 мая. А вчера я вернулась с, можно так сказать, семейного путешествия, поэтому в этом видео, можно так сказать, буду заниматься возвращением в реальность, потому что чуть больше, чем через месяц, да, у меня вторая в моей жизни сессия. Да и, в принципе, этот месяц будет достаточно нагружен, потому что у нас целая куча всяких проектов, презентаций, последних самостоятельных по предметам. Поэтому, да, я буду активно доделывать администрацию, потому что профессор немножечко затянул и не выслал вовремя задания с презентациями. Также читать макроэкономику и также учить корейский язык, потому что у меня вроде бы доступ к курсу заканчивается чуть меньше, чем через 2 месяца, а я сделала только 6 уроков из 24 вроде бы. Да, такое себе. Да. И, кстати, путешествие было прям очень насыщенное. Просто посмотрите на количество фотографий. И это только папины. Да? Там, конечно, немножечко мои еще есть. В итоге папа наделал где-то их 800, но я перекинула, вышло 500. Да. Да, видео, я думаю, будет очень сильно насыщенным. А еще я хочу его попробовать снять, знаете, в таком стиле, который мне очень нравится. Не знаю, будет ли это заметно по сравнению с предыдущими, но посмотрим. Ну, как-то так, поэтому сейчас уже начинаем все это делать, потому что все же уже 4 часа дня, да, а сделать надо целую кучу всего. Забираю вас. Сейчас покажу, какая красота выходит. Конечно, самое лучшее время выбрала мыть стекла, потому что невероятно жарко. Просто смотрите, какая красота. Надеюсь, видно. Можно садиться за учебу, в принципе. Всем привет! Сейчас уже 9:49, но на самом деле я проснулась, скажу свое оправдание, чуть-чуть пораньше, где-то около 9 часов утра. Просто пока проснулась, пока растормошилась, уже 9:49. Плюс я легла не то что вчера, даже уже сегодня, в 1:00 ночи почти, вернее, где-то 12:30, потому что немножко засиделась.
И да, мне сегодня немножечко прибавилось работки, потому что я вчера не сильно много посвятила времени администрации, поэтому сегодня буду все это доделывать. Плюс там макро, корейский, и нам надо еще делать презентации по некоторым предметам, и там тоже надо что-то глянуть, потому что там ребята из группы начали что-то не так делать. Надо будет немножечко подправить. Вернее, не подправить, а написать им, объяснить, какая у меня идея изначально была, когда начинала делать ту презентацию. Да, как-то так. Поэтому... я сейчас еще с мамой поеду по делам. То надо будет заехать за кое-какими документами и в магазин. Поэтому даже с самого утра развеюсь. И мы уже скоро будем выезжать, поэтому мне надо уже собираться и перекусить. Idziemy. У меня сейчас будет такой вот обед, можно сказать, в 6 часов вечера. Я только что закончила отправлять свои CV. Дело в том, что я где-то около 2 часов сначала писала это CV и нашла кое-какие места, куда я его отправила. Но весь прикол в том, что свободна я буду только через месяц, и я поэтому не знаю, что из этого выйдет. Но, по крайней мере, я нашла одно место, у которого прям очень много запросов на работников, именно конкретных, которые нужны мне, и на которые у меня есть, скажем так, планы, и по всей Варшаве. То есть и ближе ко мне, и чуть дальше, поэтому надеюсь, что-то из этого выйдет. Если не сейчас, то где-то летом, чуть позже. Поэтому вот сейчас я кушаю и сажусь за учебу. Я уже не знаю, сколько раз я говорила, что буду садиться за учебу, в итоге я за нее так и не садилась. Но сегодня прям надо хотя бы сделать вопросы по администрации все и, не знаю, хотя бы начать 7-й урок по корейскому языку, поэтому я быстренько кушаю и приступаю к учебе.
Итак, всем привет. Сейчас 10:11. Все это время я делала администрацию, но там под конец уже отвлеклась, знаете, на свои дела. И уже почти 11 часов вечера. Поэтому чисто для того, чтобы закрыть пунктик, что я читала макроэкономику, хотя бы макроэкономику, про корейский я уже вообще молчу. Да, я хотя бы перед сном, не знаю, до 12 уже получается, буду сидеть и читать макроэкономику. И вот вроде и не так много дел на день, но я их вообще не успеваю делать. Это просто ужас. Давайте, пока есть... Так, как бы свет направить, чтобы он нормально выглядел. Давайте, пока есть возможность, я вам похвастаюсь учебником, который я читаю. Вообще, это изначально, как я поняла, американский учебник по макроэкономике, но туда редакторы, польские переводчики просто добавили какие-то моменты из польской экономики. А так там очень много классных примеров, в принципе, по экономике большинства стран. Таких, знаете, какие-то моменты происходили яркие. Они тут запечатлены, и это очень классно. И я просто вот буду надеяться, что эти вот 500 страниц, что я прочитаю, мне помогут на экзамене. Да? Вот сейчас, смотрю, у меня прочитаны всего лишь 123 страницы из 500. И я поняла, что это очень грустно. Если что, это был истеричный смех, просто сейчас все спят, и не хочу никого будить. У меня как бы экзамены уже через месяц. Тест, я вообще молчу, я, кстати, не знаю, вообще, что мне делать на этом тесте. Ладно, неважно. Короче, он вот так вот классно сделан. То есть какие-то сносочки вот здесь вот есть. Именно такие конкретные, знаете, вот, допустим, вот эта сносочка конкретно про гиперинфляцию и Гитлера. Я надеюсь, мне это поможет на экзамене, реально. И давайте, не знаю, наверх пролистаю. Вот всякие графики. Куда все? Вот. Еще графики. Что-то как-то маловато. Вот это графики. То есть, на самом деле, это очень классно. Можно за этим всем следить. И что мне нравится, в конце каждого раздела идет подытоживание каждого пункта, потому что этот учебник разделяется еще не только под темы, но еще и на пункты. Допустим, вот так вот, 4.5 вот тут конкретно. И это очень, на самом деле, удобно. И в конце еще есть задания. Изначально я еще делала задания, но я на них махнула рукой и подумала, что в крайнем случае просто в конце, когда уже буду готовиться к экзамену, наверное, я не знаю, там, к тесту, я буду эти экзамены закидывать в искусственный интеллект, он будет для меня их решать чисто так, знаете, для повторения.这里不仅是买一千多吧，别不吧，就是我这个在讲那是两个比多的学。你好, 我是 Майя Россовен Нина. Яка вчора була погода? 谢谢. 好，谢谢你们。Quer dois cru e vídeos.